Он был никчемным неудачником, когда его отправили в исправительную школу, но он поднялся по карьерной лестнице и стал лидером. Недавно на рынке появилось новое психическое расстройство, о котором наши мамы всегда нам рассказывали. Это расстройство называется интернет-зависимостью, и, конечно же, больше всего от него страдают подростки, которые целыми днями играют в видеоигры и листают ТикТок и Инстаграм, чтобы посмотреть, как танцуют твирл. Хибики был одним из таких бездельников, которые только и делали, что играли в видеоигры в интернет-кафе рядом с домом. Однажды, когда он пытался повысить свой ранг в Call of Duty, он внезапно потерял сознание, а когда очнулся, то оказался в огромной темной комнате с 3 другими парнями его возраста. Он сразу же подошел к ним и спросил, что они знают об этом месте. Он спросил, есть ли у них оружие и с какими врагами им предстоит сражаться. Один парень оттолкнул его, назвав тупым, потому что он даже не понимает, в какой ситуации они оказались. Хибики подумал, что это просто прелюдия, но вдруг тяжелые двери открылись и вошли 4 лысых охранников, оттолкнув парня, который стоял у двери. Хибики подумал, что это и есть те противники, с которыми им предстоит сражаться, но тут появилась женщина-директор и назвала их мусором, за который она отвечает. Она сказала им, что они находятся в элитной академии перевоспитания, а она их директор. Один из парней слышал об академии, которая на самом деле не школа, а реабилитационный центр для детей, страдающих интернет-зависимостью. Оказывается, он такой же чокнутый, как и Хибики, и он говорит Джин, чтобы та убиралась с дороги, иначе он позовет 1000 своих друзей, чтобы они надрали ей задницу. Внезапно к нему подходит Эмма, игрок, и одним ударом вырубает его. Джин говорит, чтобы он не бил парня по лицу, потому что в следующем месяце приедут его родители, и лысый парень пользуется этим, чтобы отлупить бедного парня. Он бьет его битой, пока тот не теряет сознание, а потом представляется как Шайен, главный инструктор академии. Он говорит остальным 3 парням встать в ряд, и увидев, что случилось с первым парнем, они сразу же подчиняются. Шайен говорит им, что в этой школе они будут слушаться только его и Джина. Затем он начинает перекличку, и когда доходит до Хибики, называет его брошенным мусором. Хибики не понимает, что он имеет в виду, и Шайен говорит, что его мать попросила вырубить его, а потом привести в академию, пока он будет без сознания, потому что знала, что он будет сопротивляться. Она попросила академию оставить его здесь на год, пока ему не исполнится 18, и ему не разрешат выходить на улицу и даже принимать посетителей. Хибики не может поверить, что его мать сделала это с ним, а потом она спрашивает, не заглядывался ли он на участок Джина раньше. Хибики нервно отрицает это, поэтому она дает ему пощечину и говорит, что он оскорбляет прекрасный принцип академии, не глядя на нее. Хибики ничего не понимает, пока не осознает, что на самом деле не перевоплотился в другого человека. Он признается, что смотрел на Джин, и Шайен дает ему еще одну пощечину за то, что он извращенец. Хибики понимает, что его будут бить независимо от того, что он скажет, и инструкторы уводят их на церемонию посвящения. Они раздевают парней, как будто они пришли на вечеринку, а потом обливают их из пожарного гидранта. После этого их отправляют в комнату 420, и когда парень, которого избили раньше, падает на землю, инструкторы снова бьют его за то, что он не идет вместе с остальными. Хибики в ужасе от этого, и в тот же день он пытается найти способ выбраться из академии, потому что знает, что не выживет. Он вдруг начинает думать о том, как раньше был поглощен играми, что даже не ел, а когда мама говорила ему поесть, он огрызался на нее. Он часто проводил ночи в интернет-кафе, а когда мама звала его домой, он называл ее старомодной дурой. Короче говоря, он заслужил то, что с ним происходит. Он идет на крышу, чтобы посмотреть, сможет ли сбежать, но, к своему ужасу, понимает, что академия слишком большая, забор слишком высокий, а посередине стоит дозорная башня. На следующее утро, когда новичков выводят на улицу, он замечает, что их всего 3, а Хибики нет. Он в ярости и говорит другим инструкторам, чтобы они нашли этого ублюдка, потому что он хочет преподать ему урок. Но они не знают, что Хибики уже на первом занятии дошел до предела и собирается покончить с собой, спрыгнув с крыши. Вдруг он слышит голос, который просит его сделать сальто назад, когда он будет прыгать вниз. Хибики оглядывается и видит парня с фиолетовыми волосами, который стоит на возвышении и говорит, что если ему нужна помощь, то он с радостью подтолкнет его. Хибики пугается и начинает жаловаться, что все в этой академии сумасшедшие. Фиолетовый парень по имени Шин подходит к нему, и Хибики инстинктивно отступает, чуть не упав. К счастью, Шин ловит его и говорит, чтобы он перестал сомневаться и подождал, пока под ним пройдет Шайен, чтобы он мог утащить этого придурка с собой. Хибики боится, что этот парень действительно сбросит его, и говорит, что он передумал. Парень с фиолетовыми волосами оттаскивает его и говорит Хибики, что вместо того, чтобы покончить с собой, он должен продать ему свою жизнь, потому что он придаст ей смысл и сделает его настоящим мужчиной. Хибики приходит в ужас, думая, что парень гей и хочет лишить его девственности, и бьет его, прежде чем сказать, что он ему нужен. Он протягивает ему бинокль и просит выбрать любую девушку с поля. Хибики не может поверить, что у такого количества симпатичных девушек тоже есть интернет-зависимость, и вдруг он видит знакомое лицо. Шин просит его тоже посмотреть, и Хибики говорит, что у Шиори хороший вкус. Хибики объясняет, что Шиори была отличницей в средней школе, и он не может поверить, что у нее может быть интернет-зависимость. Шину это безразлично, и он говорит Хибики, что сегодня же заставит его подкатить к этой красотке. Хибики паникует, потому что думает, что Шиори даже не посмотрит на него, и Шин называет его слабаком. Затем он уходит, говоря Хибики, что с этого момента он его хозяин,
и пока Хибики будет делать все, что он скажет, он будет жить здесь хорошо. Шин ведет Хибики вниз, где Шин отчитывает других инструкторов за то, что они не смогли найти новичка. Шин говорит ему успокоиться, потому что Хибики просто заблудился, когда искал туалет, и он привел его обратно. Шин не верит словам Шина, но, похоже, у парня достаточно влияния, чтобы даже главный инструктор не стал с ним связываться. Шин говорит ему, что теперь Хибики его собачка, и Чиен советует ему хорошо его воспитать, но предупреждает, что он может пожалеть о том, что выбрал неудачника. Шин и другие инструкторы уходят, а Хибики очень впечатлен Шином. Он думает, что Шин — человек, которому можно доверять, и начинает смеяться, думая, что Шин действительно поможет ему подкатить к Шиори. Шин ведет его на территорию школы, а затем подходит к толстяку по имени Вуо, который отвечает за дисциплинарный комитет. Он что-то говорит о девушке, а затем возвращается к Хибики, говоря, что сейчас произойдет что-то интересное. Толстяк Ву подходит к девушке и внезапно начинает приставать к ней. Хибики в шоке от увиденного, но Ву достает из-под рубашки девушки смартфон. Она умоляет его вернуть ей телефон, потому что не может без него жить, но он говорит, что это его обязанность как главы дисциплинарного комитета — наказать ее. Когда девушка пытается сопротивляться, он зовет своих дружков, чтобы они ее держали, а затем начинает срывать с нее одежду, говоря, что собирается обыскать каждый уголок ее тела. Пока девушки стыдливо прячут лица, а некоторые извращенцы подбадривают его, Хибики недоумевает, почему никто не пытается спасти бедную девушку. Но вдруг кто-то действительно выходит вперед, приставляет нож к горлу Ву и говорит, что если он не отпустит девушку, то станет ужином для Тимина. Это Шири, президент студенческого совета, и Ву напуган, потому что знает, что она не блефует. Внезапно один из извращенцев, наслаждающихся шоу, нападает на Шири, но она сбивает его с ног и делает вид, что ранит его ножом, отчего у него изо рта идет пена. Она встает и говорит Ву, чтобы он отпустил девушку, но в нее кидают камень, и Хибики быстро реагирует и заслоняет Шири. Прежде чем ситуация обостряется, приходят два учителя и разгоняют толпу. Шири возвращает девушке куртку и просит Хибики пойти с ней, чтобы оказать первую помощь. Она вдруг понимает, что уже видела его раньше, и Хибики с нетерпением спрашивает, помнит ли она его. Шири полностью игнорирует его вопрос и говорит, чтобы он следовал за ней. Она начинает перевязывать его раны, а Хибики начинает жаловаться на толстого извращенца. Шиори говорит, что он просто свинья, которая считает себя гангстером, а Хибики хвалит ее, говоря, что она была такой же героиней, как в средней школе. Он наслаждается тем, что находится рядом с ней, и спрашивает, помнит ли она его. Шиори смотрит на палатку в его штанах и чуть не кастрирует его прямо там. Хибики говорит ей, что это нормальная реакция мужчины на такую красивую девушку, как она, но Шиори снова игнорирует его и подходит к девушке. Она говорит, что хочет заключить с ней сделку, потому что спасла ее не потому, что она хороший человек. Девушка пытается разыграть жертву, говоря, что над ней часто издеваются в этом месте, и что ее парень — единственный лучик надежды, поэтому она должна помочь ей вернуть телефон. Шиори говорит, что это невозможно, а затем спрашивает девушку, может ли она пронести в академию еще один телефон для нее. Она говорит, что взамен научит ее пользоваться ножом, что не обязательно остановит издевательства, но ей будет легче защищаться, чем терпеть их. Девушка злится и говорит, что не может достать смартфон для такой, как она, и Шиори говорит, что в следующий раз не придет ей на помощь. Хибики внезапно кричит на Шиори, спрашивая, как она может быть такой жестокой. Он говорит, что в средней школе все восхищались ею, и Шиори вдруг кидает в него нож, едва не попав в голову. Она говорит ему, чтобы он проваливал, если он закончил, но тут в комнату заходит Шин со смартфоном. Девушка бежит к нему, чтобы забрать его, но Шиори останавливает ее, угрожая ножом. Она говорит, что тоже хочет забрать смартфон, и Шин говорит, что у него есть условия. Он говорит, что отдаст смартфон любой девушке, которая сможет соблазнить Хибики и сделать из него мужчину. Хибики теряет 1 000 000 очков в глазах Шури, которая считает его похотливым животным, как и других мужчин. Но другая девушка начинает приставать к нему, прося быть с ней нежным, потому что это у нее впервые. Хибики сразу соглашается и радостно говорит, что вернет ей телефон. Вдруг она начинает смеяться, хвалит девушку за то, что та отличная актриса. Затем он рассказывает историю ее жизни о том, как она была фанаткой айдол-группы и каким-то образом познакомилась с одним из участников и влюбилась в него. Она украла данные банковской карты своих родителей, чтобы отправлять ему деньги. Но вскоре она узнала, что этот мужчина был не настоящим айдолом, а мошенником, который обманул еще несколько девушек, таких же, как она. Несмотря на это, она продолжала с ним встречаться и начала обманывать других девушек, одна из которых сообщила об этом в полицию. По закону, девушки должны были попасть в колонию для несовершеннолетних, но ее родители подключили свои связи и отправили ее в школу. Шин говорит, что она, вероятно, соблазнила учителя, притворяясь невинной, чтобы он дал ей телефон, и теперь девушка угрожает подать на него в суд за клевету. Он смеется, говоря, что это правда, и что он уже давно наблюдает за тем, как она притворяется хорошей девочкой. Он признается, что это он рассказал о ее телефоне, и девушка тут же бросается на него с кулаками. Шиори внезапно замахивается на нее ножом, разрывает ее куртку и говорит, чтобы она убиралась. Девушка убегает, обещая отомстить, а Шиори направляет нож на Шина и требует отдать ей телефон. Он говорит, что это просто игрушка, и если она хочет телефон, то пусть подумает над его предложением. Хибики пытается быть джентльменом и говорит, что это неправильно, но Шин и Шиори просят его заткнуться. Шиори соглашается на предложение Шина, но предупреждает, что если он лжет, то она подаст на него в суд.
Он обещает, что не лжет, и бросает Хибики защиту, говоря Шиори, чтобы она прислала ему доказательства, если хочет получить смартфон. Шин запирает дверь, и Хибики не знает, что делать. Он ведет типичную внутреннюю дискуссию со своей доброй и злой сторонами и в конце концов решает быть хорошим человеком и не принуждать Шури. Но она уже начала делать из коробок кровать. Она задергивает шторы, а затем толкает Хибики на импровизированную кровать. Когда она забирается на него, Хибики приходит к просветлению. Он благодарит себя за то, что не спрыгнул с крыши раньше, но когда Шури подходит к нему, чтобы поцеловать, ее начинает тошнить. Потому что любая девушка отреагировала бы так же на такого неудачника, как он. Несмотря на то, что его вот стошнит каждый раз, когда она приближается к нему, Тень не хочет отказываться от смартфона и заставляет себя поцеловать Хибики. А потом ее рвет прямо ему в рот. После того, как их обоих вырвало, Хибики наконец-то приводит ее в чувство, говоря, что она не должна заставлять себя, если не хочет этого делать с ним. Шиори признается, что узнала Хибики, и он не причина, по которой ее тошнит каждый раз. Он рад это слышать, но она говорит, что радоваться нечему, потому что они оба отбросы общества. Она спрашивает, почему он бросил спорт и подсел на интернет, и Хибики отвечает, что это долгая история. Затем она говорит, что им нужно вернуться туда, где они расстались, потому что ей определенно нужен смартфон. Хибики начинает плакать, видя ее отчаяние, и говорит, что ей не нужно ничего делать для него. Он говорит, что она может рассказать ему о том, что ее беспокоит, и он постарается помочь. Он говорит, что достанет ей смартфон и даже заберет ее из школы. Шиори совершенно ошеломлена, услышав это, и говорит Хибики, что больше никому не доверяет. Он говорит, что все равно поможет ей, а затем уходит в другой угол, чтобы достать доказательства, которые нужны Шину. Он начинает массировать свой член, но, похоже, после всего случившегося он не хочет вставать. Шиори спрашивает Хибики, нужна ли ему помощь, и тот паникует, потому что не хочет, чтобы она думала, что он не мужчина. Он не может ничего сказать, поэтому решает использовать рвоту вместо ответа. Когда Шиори выходит из комнаты, она говорит Хибики, что он стал намного хуже, чем в прошлый раз, но он все такой же добрый. Она говорит, что если кто-то будет его обижать, она их проучит, и Хибики рад это слышать. Шиори берет смартфон, а Шин идет в комнату проверить Хибики. Он думает, что рвота — это доказательство, но потом его тошнит от запаха. Он спрашивает Хибики, что они там делали, и тот отвечает, что все, что происходит в комнате, остается в комнате. Он благодарит Шина за помощь, а потом читает ему лекцию как феминистка, говоря, что он не должен обращаться с женщинами как с вещами. Шин внезапно хватает его за горло и говорит, чтобы он следил за своим тоном, когда разговаривает с ним, потому что Хибики — его собака. Он говорит Хибики, чтобы тот слушался его, и тогда он получит много вкусных угощений, как сегодня. Хибики злится и вырывается, говоря Шину, что он не его собака. Он заявляет, что теперь они не родственники, и убегает в свою комнату. Шин ухмыляется, глядя, как он уходит, потому что Хибики реагирует именно так, как он и предполагал. Хибики возвращается в общежитие под осуждающими взглядами других студентов, но когда он заходит в свою комнату, его тепло приветствует мужчина. Он ведет его в комнату, где другие студенты тоже тепло его приветствуют. Хибики совершенно ошарашен таким обращением, и тогда мужчина представляется как Бин, староста общежития. Он говорит Хибики, что отныне он и другие мальчики здесь будут жить как братья. Он щелкает по фотографии, чтобы отметить свое прибытие в комнату в общежитии, а затем просит его связаться с ним, если ему что-нибудь понадобится. Как только мужчина уходит, соседи Хибики по комнате радостно говорят ему, что они потратили много усилий, чтобы поприветствовать его, так что теперь они голодны. Они просят его угостить их обедом, а Хибики отвечает, что у него нет денег. Они говорят им, что ему не нужны деньги на обед, потому что он особенный, и Хибики верит им. Он идет в столовую и раздает тарелки шеф-повару. Но когда шеф-повар узнает, что у Хибики нет талонов на питание или денег, чтобы их купить, он отправляет его в бесплатную очередь. Еда в бесплатной зоне более уродливая и менее аппетитная, но поскольку Хибики видит, что все едят одно и то же, он решает взять ее с собой. Вернулся к своим соседям по комнате. Однако он приходит в шок, когда видит, как Шин ест полноценный обед из мяса и рыбы. Он зовет Хибики и говорит ему, что если тот будет вести себя как его собака, то он будет угощать его этой едой ежедневно. Как уважающий себя мужчина, Хибики отказывается от его предложения и бежит обратно в свою комнату в общежитии, где другие студенты шокированы, увидев, что он принес эту еду. Отвратительная штука. Хибики передает, что он съел свою тарелку по дороге, потому что был голоден, и они говорят ему, чтобы он тоже съел свою порцию. После того, как он поест, они спрашивают его, где их угощение, а Хибики ничего не понимает. Говорят, что раз Хибики подчиняется Шину, то он мог бы хотя бы угостить своих соседей по комнате нормальной едой. Хибики категорически отказывается, чтобы его ассоциировали с Шином, и гордо заявляет, что ему предложили вступить в клуб, но он отказался. Ребята в шоке от его слов и понимают, что Бен им соврал. Они решают наказать Хибики за то, что он их обнадежил, а потом предал. Но вместо того, чтобы напасть на него, они начинают стучать по клавиатуре, потому что так они привыкли драться в играх. Они говорят друг другу, что нападут первыми, потому что они все из класса поддержки, а Хибики говорит, что раньше играл за воина. Эти дураки чуть не приглашают его в свою команду, но когда они нападают на него, Хибики просто отталкивает их, и они падают. Он не понимает, что произошло, и его больная фантазия начинает рисовать ему суперспособности, которые он получил, преодолевая трудности. Он решает использовать свои силы, чтобы сломать стену и помочь Сиоре. Боль от удара по стене приводит его в чувство. Внезапно трое парней поднимаются и снова нападают на него, но Хибики легким толчком снова отбрасывает их.
Поняв, что он здесь главный, он заставляет парней раздеться и видит, что они голодные и слабые, а косметикой они пользуются, чтобы скрыть, что еле держатся на ногах. Еда отвратительная и ее мало, а тренировки слишком тяжелые. Вдобавок Бен издевается над ними и даже заставляет платить ему за защиту из тех карманных денег, что они получают от родителей. Ребята испекли пирог, чтобы помочь ему, потому что они просто хотят нормально поесть, и он понимает, что есть люди, которым еще хуже, чем ему. Он решает попросить Бена перестать эксплуатировать их, хотя ребята говорят, что это плохая идея. Он идет в кабинет Бена, где тот играет в игры. Увидев Хибики, Бен просит у него долю от пирога, но Хибики говорит, что у него ничего нет. Вместо этого он просит Бена перестать эксплуатировать учеников. Бинс приходит в ярость и говорит Хибики, чтобы тот знал свое место, если не хочет, чтобы его судьба была хуже смерти. Затем он говорит Хибики, чтобы тот поторопился, потому что урок вот-вот начнется и Хибики бежит в класс. Все ученики уже собрались, и Хибики идет к своим соседям по комнате. Он говорит им, что не смог ничего добиться, поговорив с Беном. Он говорит, что хорошо, что первый урок — физкультура, потому что ему нужно размяться, и его соседи по комнате говорят, что каждый урок — это физкультура. Они говорят, что здесь проходят военную подготовку с минимумом уроков. И тут появляется Шейн, чтобы вести урок. Руководитель группы сообщает ему, что сегодня у них 4 новых ученика, и когда он начинает паниковать и заикаться, Шейн дает ему пинка и отправляет пробежать 4 мили. Затем он поворачивается к ученикам и говорит, что они будут тренировать свою выносливость 6 дней в неделю, чтобы избавиться от интернет-зависимости и стать продуктивными членами общества. Он говорит, что те, кто попытается спрятаться или убежать, будут наказаны, а те, кто хорошо справляется с заданиями, будут вознаграждены. Дав это указание, он говорит всем пробежать 1 милю для разминки. Все начинают бежать, и Хибики чувствует прилив силы и энтузиазма, поэтому обгоняет всех остальных и в других упражнениях тоже показывает лучшие результаты. Но тут он начинает задумываться, не школа ли это на самом деле. Внезапно его одноклассники один за другим падают от голода и слабости, и появляется Чиен. Он говорит им встать и начинает их бить, а Хибики не может этого вынести. Он встает перед своими одноклассниками и просит Чиенна не бить их, потому что они пропустили обед и у них нет сил продолжать тренировку. Вместо этого Чиен начинает бить Хибики за то, что тот перечит учителю, а потом душит его, спрашивая, кем он себя возомнил. Хибики пытается вырваться, но случайно ударяет Шейна, и вся школа замолкает, увидев, как у Шейна из носа течет кровь. Хибики в панике говорит, что он не специально. Он повторяет, что Шейну нужно перестать бить других, потому что это плохо, но тот говорит Хибики, что он его накажет за то, что тот переступил черту. Хибики вдруг срывается и кричит, чтобы он убил его, если хочет, потому что он всегда будет неправ, что бы ни делал. Шейн замирает, услышав это, и просит Хибики повторить, что он сказал. Хибики продолжает кричать на Шейна, говоря, что он никогда не смирится с его жестокостью, потому что он не прав. Шейн говорит ему, что хоть он и собака Шина, но ему это с рук не сойдет, что бы он ни делал. Хибики говорит ему, что он не имеет никакого отношения к Шину и что он сам так решил. Он говорит, что учеников избивают и плохо кормят, и что кто-то может умереть, и что Шен будет за это отвечать. Он говорит, что в этой школе творятся незаконные вещи, и что он сообщит об этом в полицию, чтобы ее закрыли. Шен начинает его бить, а потом говорит, что здесь он единственный законный представитель, и никто не может ему возразить. Хибики продолжает кричать, что он никогда не сдастся. Он просит других учеников сказать что-нибудь, потому что они тоже должны понимать, что с ними несправедливо обращаются. Но ученики называют себя отбросами и говорят, что будут делать все, что скажет Шиен, потому что он всегда прав. Хибики в шоке, а потом даже его соседи по комнате говорят, что здесь нет ничего незаконного. Она спрашивает Хибики, хочет ли он попытаться убедить кого-нибудь еще или готов извиниться прямо сейчас. Он бросает его на землю, и прежде чем Хибики успевает что-то сделать, прибегает Шара, чтобы поговорить с Шиеном. Хибики думает, что она пришла ему на помощь, но вместо этого она начинает его бить. Она прижимает его к земле, а потом извиняется от имени новичка, как президент студенческого совета. Она просит Шиена дать ему еще один шанс и обещает, что проследит за его поведением. Но Хибики отказывается принять ее помощь. Он встает, говоря, что не будет ходить в эту незаконную школу. Шиори снова нападает на него, говоря, что он должен знать свое место, потому что все учителя здесь бывшие военные и полицейские, и никто из них ему не равня. Она говорит, что здесь погибло много учеников, но Хибики отвечает, что ему уже все равно. Он говорит, что будет бороться за справедливость, и когда Шиори пытается его остановить, он отталкивает ее, и у нее из кармана выпадает смартфон. Шиори в панике пытается его поднять, но тут девушка, у которой был телефон, вместе с подругой валит ее на землю, а другие учителя хватают Хибики, чтобы он не вмешивался. Шайен очень злится на Шиори за то, что она прятала телефон, а потом приходит толстяк и тоже хочет ей отомстить. Шайен поворачивается к Хибики и говорит, что если он думает, что здесь все несправедливо, то пусть не наказывает его, но накажет его одноклассников, пока он не поймет свои ошибки. Он приказывает всем мальчикам лечь на землю, и они быстро подчиняются. Хибики просит Шайена перестать их бить, но тот не обращает на него внимания и поворачивается к Ширае, говоря, что он очень разочарован в ней. Он просит девочек поднять ее, а потом приказывает всем девочкам в ее классе выстроиться перед ней в ряд и ударить ее, если они считают, что она сделала что-то не так. Девочки извиняются перед ней, бьют ее, и Хибики не выдерживает. Наконец он сдается и извиняется перед Шайеном за то, что выступил против него, а Шайен приказывает учителям прекратить бить других мальчиков.
Все злятся на Хибики и плюют на него, говоря, что он втянул их в свои проблемы. Шиен отправляет всех обратно в класс, а эта стерва дает пощечину Шиори, чтобы отомстить. Начинается дождь, и Хибики извиняется перед Шиори за то, что все испортил, пытаясь быть героем. Она называет его никчемным неудачником и говорит, чтобы он больше никогда с ней не разговаривал. Хибики начинает проклинать себя за то, что пытался быть героем, когда он всего лишь жалкий неудачник, и тут появляется Шин, говоря, что теперь он хотя бы знает, где его место. Он спрашивает Хибики, стало ли ему лучше, и Хибики вдруг падает на колени, умоляя Шина сделать его своей собакой, потому что он готов на все, лишь бы перестать быть неудачником. Шин говорит ему, что если он хочет быть с ним, то должен выполнить 3 условия. Он должен стать лидером класса, убрать Вуду с поста главы дисциплинарного комитета и третье, самое сложное условие, которое он раскроет позже для большего эффекта. Он говорит Хибики, что если он выполнит эти 3 условия, то сможет стать его собакой и вместе с ним управлять школой. Хибики возвращается в свою комнату в общежитии, где старшеклассники издеваются над его соседями по комнате и другими людьми, говоря им, чтобы они вправили ему мозги. Иначе они сделают это сами. Как только Хибики заходит, они уже готовы наброситься на него, но Хибики уверенно заявляет, что с сегодняшнего дня он лидер 4 класса. Все начинают смеяться над ним, а Хибики достает из сумки разные вкусности, которые они не могут себе позволить. Он говорит им, что они будут есть это каждый день, если признают его лидером, и все сразу соглашаются. Но это только первая часть плана Шина. По его приказу Хибики просит одноклассников привести сюда всех из 4 класса и идет в комнату, где Вуо и его друзья обсуждают, как они ждут, когда накажут Шури, чтобы они могли с ней развлечься. Хибики врывается в комнату и бьет Вуо по лицу, говоря, что теперь он главный в школе, и если он хочет сохранить свой статус, то должен сразиться с ним. Хибики убегает, а Вуо и его друзья бегут за ним. Они гонятся за Хибики под дождем, но он намного быстрее их. Хибики понимает, что Шин был прав, когда сказал, что ему не нужны сила или количество людей, чтобы победить Вуда, если он будет использовать свой мозг и способности на полную. Он напомнил Хибики, что тот не так беспомощен, как думает, потому что раньше был хорошим спортсменом и у него больше выносливости, чем у большинства людей. Следуя совету, Хибики убегает от головорезов Вуда, а затем пробегает по узкому переулку. Один из парней бежит за ним, но Хибики сбивает его с ног своей курткой, набитой кирпичами. Другие парни нападают на него, и он расправляется с ними по очереди. Вскоре к нему подбегает Вуо и его друзья, и толстяк беспокоится, что видит, как побеждены многие из его приспешников. Хибики дразнит его, и это бесит Вуо, который приказывает своим людям окружить Хибики, но тот вырывается из рук одного парня и вырубает его, глядя на часы. Вуда и остальные гонятся за ним, но поскальзываются на бобах, Хибики падает на землю и прокалывается булавками. Вдова в ярости и тоже бежит за ним, но Хибики успевает забежать в общежитие прямо перед тем, как часы пробьют 9. Вдова тоже вбегает, но Бен не дает ей напасть на Хибики, потому что он тоже там. Бен говорит, что они оба вернулись до комендантского часа и закрывает дверь, оставляя прихвостней Вуду снаружи. Вуда возмущается, но Бен напоминает ему, что комендантский час начинается в 9, и он не позволит никому нарушать правила. Он уходит, а Вуда говорит Хибики, что ему не нужна помощь, чтобы избить его до полусмерти. Хибики отвечает, что он не один, и вдруг его одноклассники приходят ему на помощь. Они нападают на Вуду и начинают бить его, потому что всегда хотели это сделать, а он умоляет их остановиться. Хибики наслаждается этим зрелищем и думает, что теперь он отомстит всем, кто издевался над ним. На следующий день Хибики приносит кучу смартфонов и говорит Синю, что вчера он понял свои ошибки и пошел в комнату Вуду за советом, но нашел там контрабандные смартфоны. Хибики говорит, что пытался убедить Вуду отнести их учителям, но тот предложил ему присоединиться к нему. Хибики говорит, что когда он отказался, Вуду послал за ним своих прихвостней, но благодаря сплоченности его класса и наставлениям Шайн они смогли победить их. Вуо связаны с кляпом во рту, так что он даже не может ничего сказать в свое оправдание, а потом Хибики говорит Синю, что берет на себя ответственность за драку и просит наказать его. Шиен первым делом подходит к Вуо и бьет его за предательство. Он приказывает инструкторам запереть Вуо в одиночной камере, а потом идет к Хибики, которая боится, что он ее ударит. Но вместо этого он хвалит ее за то, что она так быстро учится, и говорит, что возлагает на нее большие надежды. После этого он идет в кабинет директора, где она встречается с родителями другого мальчика, у которого серьезная интернет-зависимость. Он был студентом академии, но каким-то образом сбежал и вернулся домой. Он обещал родителям, что избавился от зависимости, но ничего не изменилось. Поэтому они хотят снова его зачислить, и директор Джин с радостью принимает его, обещая, что через год они увидят результаты. После того, как родители уходят, она поворачивается к Шиену и говорит, что мальчик был его учеником, и он должен взять на себя ответственность за то, что чуть не упустил его. Шиен признает свою ошибку, и Джин говорит ему, что пришло время для наказания. Она воплощает свои фантазии в жизнь, отшлепав его, но другой инструктор по имени Рио замечает их и решает позже использовать это, чтобы шантажировать их. Затем он идет в тюремную камеру, где держит Вуо. Толстяк начинает плакать, когда видит инструктора. Он говорит, что Хибики подставил его и обещает, что сможет вернуть телефоны, потому что знает, что именно Рио раздает их девочкам в обмен на Глак-Глак 3000. Рио спрашивает Суда, был ли он груб с этой стриженной сучкой, и он отвечает, что она провозила контрабандой смартфон, так что ему пришлось преподать ей урок. Рио бьет его кулаком в живот, потому что девушка была его помощником, и он спрашивает, где сейчас ее смартфон, потому что только он подключен к интернету. Уна сказал ему, что он конфисковал его и отдал Шину, который отдал его Шиори, но потом она нашла его и забрала. Рио потрясен, услышав это, потому что он попросил Шайен доверить телефон ему, поскольку это его обязанность присматривать за конфискованными вещами.
Затем он пошел отдать его сучке по имени Джун, но она сказала ему, что это не ее смартфон. Он велел другим инструкторам наказать Уо, а сам ушел, думая, что Шин поменял смартфон, прежде чем отдать его ему. Он думает, что скоро отомстит Шейну, используя его скрытые фетиши в своих интересах. С другой стороны, Ибики следует за Шином на крышу, рассказывая ему, как он нервничал все это время, убегая от банды Вуо, а затем докладывает Шину. Он спрашивает Шина, откуда тот узнал, что у Вуо при себе так много смартфонов, и тот смеется, говоря, что все это время он нервничал. Это приходит с опытом. Он говорит Хибике, что поскольку на этот раз у него все хорошо получилось, он возьмет его в подчинение, но это только начало, и у них есть еще многое предстоит сделать. Затем он приводит Кабики в свою комнату, которая станет их базой. Как только Кабики заходит в комнату, он с удивлением видит, что она похожа на номер в дешевой гостинице, но гораздо лучше той дыры, в которой они живут. Он с любопытством спрашивает, как Шин получил такую комнату, и Шин отвечает, что купил кое-какие улучшения. Он спрашивает Хибики, не хочет ли тот жить с ним, и наливает ему выпить, говоря, что они здесь, чтобы отпраздновать его победу над Вуду. Он спрашивает Хибики, что тот узнал о школе, и тот отвечает, что, похоже, преподаватели не вмешиваются в дела учеников, потому что Бин даже не предпринял никаких действий, когда его класс избивал Вуду. Шин говорит, что пока этого достаточно, и дает ему новое задание — сразиться с классом номер 6, который занимается тем же. Хибики в шоке, а Шин говорит, что школа полностью изолирована, и единственный способ, которым ученики могут пронести сюда смартфоны, это помощь преподавателей. Ву был всего лишь их пешкой, и есть еще другие. Хибики нервничает, услышав это, но Шин говорит, что отступать уже поздно. Он велит Хибики найти всех, у кого есть смартфоны, и доложить о них Шину, потому что это поможет ему завоевать доверие и получить больше власти. Как только это произойдет, он сможет получить смартфоны и все остальное, а потом, если Шиори придет к нему и попросит, он сможет с ней разобраться. Хибики рассказывает, что вчера, когда был хаос, он украл телефон Вуду и говорит, что может просто отдать его Шиори. Шин смеется над ним и говорит, что Шиори не так просто примет от него помощь после вчерашнего. Он говорит, что если Хибики хочет, чтобы Шиори воспринимала его не как неудачника, то он должен показать всей школе, что он может быть серьезным. Он говорит Хибики, чтобы тот разузнал как можно больше о своем следующем противнике, прежде чем действовать, и Хибики возвращается в свою комнату, говоря своим соседям по комнате, что у него есть для них работа. Но после вчерашней победы они все стали холодными и ленивыми. Они говорят Хибики, что помогли ему только потому, что хотели надрать задницу той свинье, но это не значит, что они будут драться по его приказу. Хибики злится. Он называет их трусами и выходит из комнаты, говоря, что он больше не их лидер. В это же время две девушки нападают на Шиори, но она отбивается от них своими боевыми навыками. Но Лили внезапно извиняется за нападение и говорит, что просто хотела проверить ее способности. Она представляется как Кене, а ее сильная подруга как младшая сестра. Она объясняет, что хочет объединить все 3 класса девочек в один, а потом и всю школу, и для этого ей нужна помощь Шиори. Акана показывает Шиори свою коллекцию смартфонов и говорит, что если она присоединится к ним, то сможет свободно пользоваться интернетом и связываться со своим младшим братом, который лежит в больнице. Шиори в шоке и спрашивает, откуда она знает о ее брате, а Трость отвечает, что она взломала школьную базу данных и серверы полиции, чтобы найти подробную информацию о ее семье. Затем она показывает специальное устройство, которое она сделала, чтобы отслеживать другие смартфоны в кампусе, и говорит, что если они нападут на кого-то со смартфоном, то смогут легко его украсть. Шива действительно в отчаянии, и она решает принять их предложение. С другой стороны, инструктор Рио приходит в комнату Шина и начинает его душить, требуя вернуть смартфон Джуна. Шин предупреждает его, что если с ним что-то случится, то Рио тоже пострадает, но ему все равно, он говорит, что Шин все равно скоро умрет. Внезапно появляется огромный парень и отбрасывает Рио в сторону, чтобы спасти Шина. Рио просит Хаггерса напасть на него, но Шин говорит, что этот парень — его телохранитель, и у него есть разрешение от Джана. Он говорит Рио, чтобы тот отошел, потому что никто из них не хочет драться друг с другом. Рио злится и требует, чтобы Шин немедленно отдал ему телефон Джуна, но Шин отвечает, что у него его больше нет, потому что он отдал его своей собаке. Тем временем Хибики идет туда, куда сказал ему Шин, и его окружают студенты. Они думают, что раз он новый лидер, победивший Вуду, то они могут легко занять его место, избив его. Хибики пытается блефовать, говоря им, чтобы они держались подальше, если не хотят получить по заднице, но они говорят ему, что он окружен. Хибики показывает им время на смартфоне, а потом внезапно начинает бить себя, и парни не понимают, что происходит, но все равно решают посмотреть шоу. Внезапно Хибики достает бутылку с кетчупом и обливает себя, окончательно сбивая парней с толку. Затем он начинает кататься по полу и громко кричать, что как бы сильно они его не били, он никогда не пойдет на несправедливый поступок и не будет продавать смартфоны. Парни понимают, что он пытается их подставить, но когда они пытаются убежать, натыкаются на Чейни, который вышел на свой вечерний обход. Он спрашивает парней, какого черта они здесь делают, и Хибики продолжает играть свою роль, говоря, что он не предавал его, как бы сильно эти парни его не били. Лидер парней пытается объяснить, но Чейни бьет его лицом об стену и утаскивает в камеру. Он приказывает, чтобы остальные парни 3 дня не получали ужин, и они злятся. Они думают, что у Хибики совсем крыша поехала, но он говорит им, что не причинит им вреда, потому что у него были дела только с их лидером. Он говорит, что они все вместе страдают в этом месте, поэтому он понимает их боль. Он предлагает угостить их сегодня вечером, и парни сразу же соглашаются. Затем Хибики спрашивает их о месте, где 6-й класс занимается своими делами, и они говорят ему, что в основном работают в общежитии или за школой. Они предупреждают Хибики, чтобы он не связывался с ними, потому что их лидер, Йо, хуже, чем Уда, и даже их классный руководитель, зверь. Хибики вдруг заинтересовался учителем, когда услышал, что о нем ходят слухи, и решил его найти.
Он говорит, что нужно быть осторожным, потому что кто-то явно все это спланировал, и Хибики сразу подумал о Шине. Внезапно туда приходит Шури со своей бандой, и атмосфера сразу становится напряженной, когда Хибики встречается с ней взглядом. Он не успевает ничего сказать, как Акане набрасывается на него, потому что она сразу влюбилась в его внешность. Ее сестра говорит, что пора перестать отвлекаться, потому что они здесь, чтобы забрать телефон Хибики. Пока Акай все еще очарованы Хибики, парни начинают задираться к ее сестре, думая, что легко справиться с женщинами, ведь их отцы так делали. Но их быстро отчитывает высокая девушка из Шири, которая поворачивается к Хибики и просит отдать ей смартфон и проваливать. Она говорит, что если он не подчинится, она и его отлупит. Внезапно появляется Шин и смеется. Он говорит девочкам, чтобы они перестали дразнить его собаку, потому что она кусается. Сиори ругает его за то, что в прошлый раз у него не было связи, и Шин называет ее глупой, потому что она не знает пароль от школьного Wi-Fi. Затем он говорит девочкам, что им не нужно драться, они могут объединиться и вместе управлять школой. Акане не слушает его, потому что влюбилась в него с первого взгляда. И все же ее сестра останавливает ее, пока она не набросилась на Шина. Хибики говорит Шиори, чтобы она доверилась Шину, потому что он самый сильный парень в школе, и она набрасывается на него с криками, что он стал настоящей собачонкой, которая виляет хвостом перед хозяином. Хибики обижается, и сестра Акане нападает на него. Шин отталкивает его в сторону и уворачивается от удара, а затем говорит ему бежать. Девушки бросаются за ними в общежитие. Они видят, как Хибики и Шин бегут в мужскую уборную, чтобы спрятаться, но девушки следуют за ними. Как только они открывают дверь, на них обрушивается золотой дождь, благодаря Е, который был готов к этому. Когда они промокли и выбились из сил, Шин говорит девушкам, что они должны выслушать его. Сестра Акане тут же нападает на него, но ее легко ее одолевает и начинает душить водопроводной трубой. Шей пытается помочь ей, но ее сбивает ее с ног, но прежде чем он успевает ударить ее снова, Хибики встает и защищает ее. Затем он спрашивает Шина, что происходит. Шин говорит ему, что эти люди теперь его новые партнеры. Он представляет Йо, лидера 6 класса, и Бана, лидера 20 класса, как своих подчиненных. Хибики в замешательстве, потому что Шин послал его охотиться на Йо, но Шин объясняет, что Йо узнал о его планах и пришел первым, чтобы они могли объединить свои силы. Затем Шин говорит Хибики, что на этот раз он его разочаровал, потому что вместо выполнения задания он болтал с девушками. Он посылает громилу по имени Бент, чтобы тот забрал Шиори и другую девушку, и говорит Хибики, что если тот хочет доказать свою преданность, то должен раздеть их и сфотографировать, чтобы держать их под контролем. Внутренний джентльмен Хибики протестует, но Ю бьет его и ставит на колени. Шин смеется над Хибики, говоря, что тот все еще не знает своего места. Он говорит Хибики, что знает, что они с Шури не сделали того, что он просил, и это его последний шанс доказать свою преданность. Шин говорит ему, что если он не подчинится, то станет его врагом, а это то, чего он не переживет. Он просит Хибики выбрать, на чьей он стороне, и после долгих раздумий Хибики берет телефон и говорит, что сделает только одну фотографию, чтобы показать, как ему страшно. Он просит Шина пообещать, что тот не будет использовать фотографии, пока девушки не причинят ему вреда, и Шин соглашается. Хибики поворачивается к Бенду и подает знак, а затем подходит к Шиори. Бен связывает Шиори, но Хибики просит его развязать руки Шури, потому что он не может раздеть ее так. Шин приказывает Бенду отпустить ее, а Хибики просит Шиори сотрудничать, потому что это для ее же блага. Он снимает с нее куртку, а затем внезапно бросает ее в лицо Бену и швыряет смартфон в Ю. Он прижимается к Бенду и говорит девушкам бежать и позвать инструкторов. Пока Шури и ее сестра убегают, Бен сбивает Хибики с ног и хватает Шиори. Он спрашивает Шина, стоит ли им преследовать двух других, но Шин говорит, что они должны оставить их в покое. Затем Шин поворачивается к Хибики и говорит, что тот наконец показал свое истинное лицо. Он говорит Шиори, что Хибики собирается сделать с ней что-то ужасное, и она должна винить в этом только Хибики. Хибики внезапно срывается и говорит Шину, чтобы тот разобрался с ним и оставил Шиори в покое. Шин смеется и спрашивает, неужели Хибики думает, что сможет защитить девушку, когда не может защитить даже себя. Хибики понимает, что все это время был для Шина просто игрушкой и начинает ругаться на него. В этот момент появляется Бен с сестрой и спрашивает, что здесь происходит. Рио тоже здесь, и Хибики сразу начинает жаловаться на Шина. Но Рио говорит ему заткнуться, потому что он здесь, чтобы наказать его. Он прижимает Хибики к земле, достает из кармана смартфон и говорит, что Хибики будет наказан за это. Оказывается, что в комнате Шина, Рио и Шин заключили сделку. Шин сказал ему, что телефон Джуна был у Хибики, который пытался втереться в доверие к Шину, чтобы получить власть, и, скорее всего, снова отдаст ему телефон. Теперь Рио обвиняет Хибики в сговоре с девушками, чтобы соблазнять мальчиков и подставлять их. Он сажает Хибики в одиночную камеру на 2 недели и назначает девушкам наказание в виде уборки туалета на целый месяц. Когда Хибики бросают в камеру, он думает о том, как Шиори поблагодарила его перед уходом и сказала, чтобы он больше никогда с ней не связывался. Внезапно нахлынули старые воспоминания. Он был талантливым спортсменом, но тренер давил на него, требуя лучших результатов. Это сказывалось на оценках, и мама начала давить на него, чтобы он больше занимался. Это привело его в интернет-кафе, где он играл в игры, но даже там он проигрывал из-за плохих напарников. Хибики выплескивает все свое разочарование и решает больше никому в этой школе не доверять. Он клянется, что станет достаточно сильным, чтобы отомстить всем, кто довел его до такого состояния. А Шин видит во сне, как он попал в полицию, и его отряд вступил в перестрелку с картелем.
Его напарник остался, чтобы отвлечь картель, и попросил Шайена прорваться через их ряды и вызвать подкрепление, но тот слишком испугался и спрятался, пока не стихли выстрелы. Когда он вышел, то увидел мертвое тело напарника, и когда труп внезапно начал проклинать его, он проснулся. Он начинает думать о том, как жена его напарника набросилась на него, когда он пришел навестить ее в больнице, а потом он пошел к сыну, который стал интернет-зависимым. Шен спросил мальчика, почему тот даже не пришел на похороны отца, но мальчик тоже набросился на него с проклятиями, ругая отца за то, что тот никогда не уделял время семье. Он сказал, что отец был бесполезен, потому что его не было рядом, когда он был нужен, и ему было все равно, что он умер. У мальчика внезапно пошла пена изо рта, и он потерял сознание. Шейн попытался помочь ему, но мальчик умер. Вскоре после этого полиция решила прекратить оказывать дополнительную помощь семье его напарника и, более того, отказалась признать, что он погиб из-за шпиона. Шайен не мог с этим смириться. Он уволился с работы и решил найти дочь своего напарника, которая сбежала несколько лет назад. Девушку, которую он искал, звали Джин, и она работала в эскорте. Когда он ворвался в ее комнату и увидел, как она хлещет кнутом толстого, волосатого и уродливого мужчину, он был шокирован. Он спросил, как она может так поступать, когда ее отец и брат только что умерли, но Джин сказала, что ей все равно, и она может жить так, как хочет. Пока они спорили, у клиента Джина начались проблемы с сердцем, но она выбросила его лекарство и позволила ему умереть, несмотря на попытки Шайена помочь. Шайен был в ужасе и спросил Джин, что, черт возьми, она сделала. Она сказала ему, что толстый парень был ее мужем, и поскольку они только что поженились, она получит больше выгоды, если его убьют. Шейн набросился на нее, спрашивая, как она могла так поступить, будучи дочерью героя, и вдруг Джин напала на него. Она прокляла своего отца, сказав, что он не был героем. Он не мог платить за ее обучение, и ей пришлось бросить школу. А когда ее мать попала в больницу, он тоже не мог платить за лечение. Она сказала ему, что должна делать все, чтобы оплачивать счета, и ей все равно, как умер ее отец-неудачник. Шайен почувствовал угрызение совести, но когда Джин хлестала его кнутом, он чувствовал, что это его наказание. Когда она перестала его бить, он заплакал и попросил еще. Он признался, что его напарница, возможно, погибла из-за того, что он струсил. С того дня он не мог нормально спать. Он просил Джин ударить его посильнее, и она сказала, что если он хочет искупить свою вину, то должен пойти в школу, которую она унаследовала от мужа, и работать там. Он постоянно думает об этом, даже когда находится в школе и задается вопросом, действительно ли это искупление. Внезапно к нему подходит Рио и начинает насмехаться над ним за то, что он не может держать под контролем таких детей, как Хибики и Шин. Он говорит, что ему нужно стараться лучше, потому что, если что-то случится, он будет за это отвечать. В камере Хибики он 2 недели тренируется в одиночку, и когда его выпускают, он становится совершенно другим человеком. Даже инструктор удивляется, видя уверенность в его холодном взгляде. Тем временем несколько мальчишек гоняются за тростью на территории школы, потому что ее назначила награду за ее голову. Она пытается убежать от них, но натыкается на веснушчатого парня, который сбежал из школы, но его вернули родители. Мальчишки находят их обоих и думают, что будет весело подразнить парня по имени Магу, потому что он всегда был мишенью для издевательств. Он дал им надежду, что сможет дать отпор, и даже когда Акана говорит ему сопротивляться, он отвечает, что это бесполезно. Мальчишки уже собираются напасть на них, когда внезапно появляется Хибики и говорит им убираться прочь. Парни думают, что он сошел с ума после 2 недель одиночного заключения, и их лидер бьет его, говоря, что никто больше не будет его слушать. Но Хибики хватает его за палец и ломает ему колено. Его приспешники пытаются помочь ему, но Хибики не сдается. Он принимает удар первого парня на себя и ломает ему лодыжку. Он продолжает атаковать слабые суставы, выдерживая их удары. Парни понимают, что не могут сравниться с ним в драке, поэтому убегают, и теперь Акане от него без ума. Она просит его пойти с ней, чтобы обработать его раны, и ведет его в ту же кладовку, где он не смог добиться успеха с Сиори. Она запирает дверь и набрасывается на него, но прежде чем Хибики успевает что-то сделать, туда приходят сестра Акане и Сиори. Они спрашивают Хибики, какого черта он делает, и он решает больше не сомневаться, потому что он больше не убежит. Позже, когда все отдыхают после пробежки, Хибики внезапно встает. Он подходит к Шиму и говорит, что хочет извиниться за свои ошибки. Он говорит, что начал драться с другими учениками, потому что был неправ, но теперь он больше не совершит такой ошибки и будет относиться ко всем как к братьям. Хотя ученики ему не верят, его история глубоко трогает Шайена, и он говорит, что Хибики должен стараться изо всех сил. В этот момент туда заходит класс девочек, и их инструктор говорит Чиханя, что они занимаются боевыми искусствами для самообороны, но им не нравится тренироваться друг с другом, поэтому они хотели бы сразиться с новичками. Не успел Чихана и глазом моргнуть, как несколько мальчишек вызвались принять вызов, и он отправил их на бой. Мальчишки думали, что легко справиться с сестрой Акане, которая похожа на чемпионку по женскому боксу, но потом передумали. Все мальчишки получили по заслугам, а инструктор девчонок подшутил над Чиханой, спросив, неужели его класс такой жалкий. Чихана наказал их, лишив ужина, но тут Хибики вызвался сразиться с девочками. Когда сестра Акане увидела, что он встал, она вспомнила, как он предлагал им помощь, и сказала, что хочет выложиться на полную, потому что он хочет что-то доказать. Она приняла вызов, и Хибики протянул ей руку, но вдруг начал ее лапать, говоря, что у него руки затекли.
Все были в шоке, и девочка начала яростно на него нападать. Он продолжал получать удары, и все думали, что ему конец. Но пара девочек, которые действительно знали боевые искусства, видели, что Хибики почти не получает урона, и он просто ждал, когда девочка устанет. Они оказались правы, потому что через 5 минут Хибики нашел брешь в ее защите и повалил ее на землю, а потом применил удушающий прием. Она сдалась, и мальчишки начали кричать и аплодировать Хибики, потому что он спас репутацию их класса. Но другой инструктор в ярости жалуется, что Хибики применил нечестный прием. Шайен говорит ему, что он новичок, и если он мало знает о боевых искусствах, то пусть сразится с ним, чтобы показать студентам, как нужно драться честно. Но он тут же забирает свои слова обратно, потому что понимает, что будет унижен. В этот момент туда приходит Рио со своим классом и говорит Шайену, что хотя взаимодействие между разными классами хорошее, он не должен радоваться тому, что один из его парней девушка. Он говорит, что для лучшего опыта они должны позволить Хибике сразиться с их лидером класса Йо. Шейн отказывается, заявляя, что Йо был отправлен сюда из-за его склонности к насилию, и он не может поставить новичка против него. Рио начинает насмехаться над ним, спрашивая, не сомневается ли он в способностях своих учеников. Между двумя инструкторами явно чувствуется напряжение, и причина этого – ревность Рио к Синю. Ранее он ходил к Джей, чтобы получить такое же отношение, какое она оказывает Шейну, но она ударила его мечом 200. Хибики пользуется случаем и говорит, что не владеет никакими боевыми искусствами, поэтому будет нечестно, если они будут драться. Но он усердно тренировался под руководством Чиен все это время, поэтому он хотел бы вызвать Йо на соревнования по стойке смирно. Йо был шокирован, услышав это, но Чиен сказала, что это справедливый вызов, и дала добро. Йо принял вызов, потому что был уверен в себе, и тогда Шиен заставил их обоих встать в стойку. Время шло быстро, и хотя Хибики первым начал потеть, Йо тоже стал уставать. Студенты, наблюдавшие за ними, тоже устали, и даже преподаватели начали потеть. Хибики и простояли 3 часа в стойке смирно, не желая сдаваться. Рио понял, что вызов Чиен может обернуться против него, поэтому, когда Шиен предложил объявить ничью, потому что продолжать было бы вредно для студентов, он сразу же согласился. Оба мальчика упали на колени, и тогда Шиен сказал Хибике вернуться в общежитие и отдохнуть, а веснушчатый Магу вызвался помочь ему. Он начал подлизываться к Хибике, говоря, что тот был великолепен. Хибики сказал, что бой с Йо еще не окончен, и попросил Магу принести 2 ведра воды, одно горячее, а другое холодное. Вскоре он принес ему ведро, и через несколько минут в комнату вошел Йо. Хибики вылил на него холодную воду и извинился, сделав вид, что просто выливает воду, потому что она была слишком холодной для купания, и не заметил его прихода. Йо в ярости бросается на него, но Хибики обливает его горячей водой, говоря, что это поможет ему расслабиться. Йо злится еще больше и нападает на Хибики, но вдруг чувствует, что его тело стало тяжелым. Его начинает тошнить, и Хибики объясняет, что его тело было на пределе после 3 часов неподвижности. Когда его тело подверглось резким перепадам температуры из-за холодной и горячей воды, у него начались судороги в мышцах и даже в сердце, и сейчас он даже стоять не может. Хибики говорит, что им нужно закончить драку, и нападает на него. Тем временем, ребята из его класса, которые раньше напали на Е, приходят туда, думая, что они должны дать понять Йо, что они не на стороне Хибики. Но, к их ужасу, Е лежит под ботинком Хибики. Ребята в шоке от увиденного, и Хибики говорит им, что это их шанс победить Йо и взять под контроль 6-й класс. Лакей Йо убеждает ребят встать на его сторону, потому что это им выгодно, и они соглашаются. Вдруг Мок убьет лакея стулом по спине, помогая Хибики освободиться. Он заявляет, что с него хватит, и начинает бить ее сломанной ножкой стула. Хибики дает ребятам последний шанс стать людьми или всю жизнь оставаться чьей-то собакой. Лидер говорит своим друзьям, что они не должны слушать Хибики и делать то, что должны, чтобы остаться в безопасности, но они больше его не уважают. Они поворачиваются к Хибики и спрашивают, что могут сделать такие новички, как они, чтобы победить таких авторитетов, как Йо. Хибики говорит им, что покажет им, на что способен, и берет палку, говоря, что теперь так будет с каждым, кто будет насмехаться над ним. Он начинает избивать Йо, думая, что следующим будет Шин. Он теряет сознание во время избиения и видит странный сон, в котором он снова в средней школе и бежит в эстафете вместе с Шиори. Как только он выигрывает забег, все вокруг него падают, а эстафетная палочка в его руке покрывается кровью. Хибики видит, как его прошлое нападает на него, и когда Шиори пытается его защитить, он ранит ее. Он просыпается и видит, что Моба наблюдает за ним. Остальные парни тоже здесь, и они внезапно извиняются перед Хибики за то, что плохо обращались с ним раньше, и обещают, что теперь будут его слушаться. Их лидер отказывается извиняться, но признает, что Хибики здесь главный, и он тоже готов его слушаться. Хибики холодно спрашивает, почему они должны слушаться его. Он говорит им отойти в сторону и выходит на улицу, думая, что что-то не так с балансом сил в Академии. Обычно Шин был тем, кто всех контролировал, а остальные парни пытались избить его, пока он был без сознания, чтобы заслужить расположение Шина. Но теперь они перешли на его сторону, после того, как он победил Йо. Он задается вопросом, почему парни больше не боятся Шина, и почему о нем больше никто не говорит. Вместо этого все относятся к Йо так, будто он главный, и задаются вопросом, что происходит.
Он возвращается в комнату и спрашивает парней, знают ли они что-нибудь о Шине. Они говорят, что давно его не видели, и Хибики просит их сообщить ему, если они что-нибудь узнают. Он говорит, что раз они хотят следить за ним, то он будет относиться к своим соседям по комнате как к братьям, но если кто-то посмеет издеваться над Мобу, то пожалеет об этом. С другой стороны, сводный брат Шина отправил своего телохранителя Хео, чтобы тот разобрался с беспорядками в школе и вернул Шина домой, потому что он серьезно болен и ему не нужно умирать в школе. Как только телохранитель приезжает в школу, он начинает избивать Шина, называя его неудачником за то, что он не справляется с учениками. В комнате присутствуют другие преподаватели, и вмешивается Жан, спрашивая Хео, что он творит. Хео отвечает, что это за то, что они не заботятся о Шине, как их просили, и снова бьет Шина, разбивая ему нос. Жан говорит ему, что хватит, потому что школа даже не хотела принимать Шина, но его семья богата, и брат заставил их принять мальчика ради дополнительного пожертвования. Она говорит Хео, что он сам должен разобраться с Шином, и Хео решает заменить Шина, пока тот не поправится от травм. Он берет с собой Ре, который говорит, что он отлично справился, заменив Шина. Он рассказывает ему о Хибике, который недавно доставлял проблемы, и говорит, что с ним нужно разобраться. Но Хео больше интересует Шин, потому что они потеряли с ним связь. Ре нервно говорит, что когда он в последний раз навещал Шина, тот выглядел больным, но потом исчез вместе со своим телохранителем. Он ему не верит, потому что знает, что Рио часто срывается и бьет учеников, и еще потому, что брат Шина его поддерживает. С другой стороны, Шиори и ее друзья нашли смартфон, который принадлежал парню, и трость, и провели несколько экспериментов, чтобы выяснить, что он подключен к школьной сети, а не к интернету. Шиори напоминает, что обещала позвонить своему младшему брату, а трость говорит, что не стоит волноваться, потому что она гениальный хакер и сможет взломать систему, если у нее будет время и ресурсы. Вдруг Акане и ее сестра спрашивают Шиори, как такая примерная ученица оказалась здесь. Они не думают, что у нее интернет-зависимость, и поскольку ее родители умерли, у нее нет опекуна. Они просят ее отправить ее сюда, и Шиори вспоминает о своем родственнике-психопате, который забрал их с братом после смерти родителей. Но однажды он сорвался, когда она отказалась ему помогать и решил отправить ее в школу, чтобы она не встречалась с братом. Шиен был ее союзником, потому что пытался поскорее забрать ее из школы, ведь она хорошо училась, но все испортилось из-за инцидента со смартфоном. Она стискивает зубы, думая о жестоком родственнике, и тут появляется Хибики. Он говорит, что придумал новый план, но Шера выходит из комнаты, говоря, что они обсудят это без нее. Она возвращается в свою комнату и думает, что если ее друзья узнают правду, то возненавидят ее, поэтому она должна сама со всем разобраться. Тем временем Хибики говорит Акане и ее сестре, что им нужно найти Шина и напасть на него прямо сейчас. Он ведет их к себе домой, и Акане кричит Шину, чтобы тот вышел, когда Хибики замечает, что дверь в его комнату, похоже, сломана. Он быстро заходит внутрь и видит, что комната тоже разгромлена, и пока Шиори ищет какое-то устройство, которое Шин украл, Хибики роется в ящиках. Он находит там много шоколада, но в глубине беспорядка Шин спрятал свои лекарства и другие вещи. Он в шоке от увиденного и задается вопросом, что именно Шин задумал. Шиори тем временем идет в свою комнату, где ее ждет девушка по имени Джун. Она говорит Шиори, что слышала, что ее младший брат плохо себя чувствует в больнице. Шиори отталкивает ее, и тогда Джун признается, что знает, что ее поступление в школу было необычным. Ее приняли сюда на неопределенный срок, и пока ее опекун не даст согласия, она не сможет вернуться домой. Она дразнит Шиори, а потом говорит, что если та сделает то, что она просит, то сможет забрать ее из школы через 2 дня. Шиори вспоминает день, когда умер ее отец, и она была убита горем, но ей пришлось притворяться сильной, чтобы заботиться о брате и матери. А потом однажды ее мать покончила с собой из-за депрессии, и Шиори с братом остались сиротами. Вскоре появился мужчина, назвавшийся двоюродным братом их отца и предложивший стать их опекуном. Шиори взяла его за руку, но облегчение было недолгим, потому что ее брат заболел той же генетической болезнью, которая убила их отца. Шиори была в отчаянии, но дядя сказал ей, что не стоит волноваться, потому что он оплатит лечение. Но этот ублюдок оказался настоящим хищником и воспользовался тем, что он платит за лечение, чтобы принудить Шиори к сексу. Шиори была в ужасе от этого и только потом поняла, что этот человек украл деньги, которые они с братом должны были унаследовать от родителей. Однажды, когда он насиловал ее, она ударила его ножом. Но она не нанесла ему серьезных повреждений, и он воспользовался своими связями в Рио, чтобы отправить ее в школу. Вернемся в настоящее время. Хибики стоит у своей комнаты и думает о лекарствах и смартфонах, которые он нашел в комнате Шина. Он погружен в свои мысли, когда к нему подходит Магу. Хибики внезапно хватает его за воротник и спрашивает, слышал ли он что-нибудь о Шине, пока был в одиночной камере. Магу удивлен его резкой реакцией, но говорит, что ничего не слышал. Хибики отпускает его, а затем Магу спрашивает, зачем он ищет Шина. Хибики уклоняется от ответа и спрашивает Магу, правда ли, что он сбежал из школы. Он спрашивает, как ему это удалось, и объясняет, что встретил студента с фиолетовыми волосами, который дал ему карту канализации. Хибики говорит, что этот студент должно быть и есть Шин, но Магу говорит, что это был кто-то другой. Он говорит, что студент попросил его выкладывать все, что происходит в школе, в интернет, и он это делал, но все быстро удалялось. Его родители не поверили ему, когда он сказал, что его лечили, и отправили обратно сюда.
На следующий день Ибики ведет свой класс на тренировку, говоря, что им нужно подлизываться к Чейну, как это делает он. Но, к его удивлению, Чейн не приходит на тренировку, а вместо этого сам руководит инструкторами. Он приветствует класс и говорит, что отстранил Шихана на некоторое время, и все зависит от того, как класс будет себя вести. Хибики в полном замешательстве, и все его планы рушатся. Хем приказывает всем стоять по стойке смирно в течение 2 часов, пока он листает Инстаграм. Хибики думает, что этот парень начальник Чейна и что они как-то связаны с Шином. Внезапно моб падает в обморок, и Хёсе подходит к нему. Он говорит, что из-за этого всему классу придется начать все сначала, и начинает издеваться над ним. Хибики не может допустить, чтобы единство класса было разрушено после того, как он так усердно работал над этим, поэтому он подходит к Хе и просит его отпустить Мову. Он говорит, что пытался руководить классом и предлагает помочь Хе. Он говорит, что возьмет на себя наказание за своих одноклассников. И Хе улыбается, говоря, что много о нем слышал. Он дает Хибики последний шанс передумать, прежде чем он пожалеет о том, что вел себя как герой, но Хибики говорит, что примет любое наказание, лишь бы не наказывать остальных. Кейл смеется, принимает предложение и говорит классу отдохнуть 10 минут, прежде чем присоединиться к 6-му классу на тренировке. Затем он говорит Хибики пойти с ним и ведет его в гостевую комнату. Он даже предлагает Хибики чаю, прежде чем они приступят к наказанию, потому что хочет получить ответы. Хибики спрашивает, что может рассказать ему такой студент, как он, и Хао отвечает, что сейчас он самый важный среди студентов. Хао говорит, что много слышал о нем и предлагает ему объединиться. Он говорит Хибики, что тот должен управлять школой под его началом и следить за тем, чтобы их бизнес по контрабанде смартфонов процветал. Хибики внезапно вспоминает третье условие, которое Шин давно ему поставил – стать его псом. Он велел ему подняться на вершину школы, потому что тогда Хибики должен будет кое-что для него сделать. Хибики долго думает об этом, а потом говорит, что хочет кое с кем его познакомить. Он ведет его в тюремную камеру, где держит Шиори. Она сильно избита и только повторяет имя своего брата, а когда Хибики видит ее, он приходит в ужас и злится на то, как с ней обращались. Шиори начинает плакать и тянется к нему, но потом отдергивает руку. Он говорит Хибики, что слышал, что недавно тот подрался с девушкой, и он преподал ей урок. Он говорит, что если Хибики будет на их стороне, то любой, кто посмеет бросить ему вызов, закончит так же. Хибики вдруг начинает смеяться как сумасшедший и говорит Шиори, что она это заслужила. Он благодарит Хао, говоря, что хотел власти и авторитета, который тот ему предлагает, и обещает сделать все, что тот захочет. Хао говорит, чтобы Хибики нашел свой смартфон, который недавно потерял, и тогда его место нового правителя школы будет постоянным. Хибики уже нашел смартфон в комнате Шина вместе с картой, спрятанной в обертке от шоколада. Затем он придумывает план и объясняет его друзьям, прежде чем пойти к Хие и отдать ему телефон. Ке впечатленный говорит Рё, что теперь он займется Сиори. Хибики внезапно вмешивается и просит оставить Сиори ему, потому что у него есть давняя мечта, которую он хочет осуществить сегодня ночью. Затем он несет Сиори на спине в канализацию, чтобы вывести ее из школы, но она слишком тяжелая, и он опускает ее на полпути. Он начинает плакать, обвиняя себя в том, что она в таком состоянии, и говорит, что скоро вызволит их обоих из этого ада. Шин тоже прячется в школьной канализации. Он думает о своем прошлом. Его мать была любовницей очень богатого и известного человека, и из-за этого над ним часто издевались в школе. Но она говорила ему не ненавидеть отца, потому что он был хорошим человеком и много для нее сделал. Однажды Хио вколол ей наркотики, и она умерла от передозировки. Она знала об этом, но он был всего лишь незаконно рожденным сыном и не мог привлечь Хио к ответственности, тем более, что его сводный брат отдал ему такой приказ. Он пришел в школу не просто так, и после года страданий и интриг он готов отдать своему брату то, что он заслужил. На следующее утро, когда начинается тренировка, преподаватели обнаруживают, что Ака и ее сестра Магу не пришли на занятия. Их друзья придумывают отговорки, чтобы не ходить на занятия, а учителям все равно. Рио звонит Хибики и сообщает, что он теперь президент школьного совета и глава дисциплинарного комитета. Хибики стоит перед всеми и вспоминает, как они с Хе встречались перед началом занятий. Хе сказал ему, что у него есть для него задание, и это найти Шина, который пропал. Он сказал Хибики, что если тот выполнит задание, то сможет делать с Шином все, что захочет. Хибики поблагодарил его и сказал, что хочет свести с ним счеты. Рио, однако, не был уверен, что Хибики справится с таким важным заданием. Хиро сказал, что он верит в него, и если он не справится, то они просто избавятся от него, как от Джуна, потому что все ученики здесь брошены своими родителями, и никому нет дела до того, что с ними происходит. Оказывается, мошенница, в которую влюбился Джун, была никем иным, как Хе, и это он спрятал ее здесь от полиции. Но когда она не справилась с заданием, он избавился от нее. Вернемся к настоящему. Хибики останавливает своих одноклассников, которые избивают учеников из другого класса. Он говорит, что они не будут поступать так, как Во и Йо, и помогает избитым парням подняться. Затем он говорит, что у него есть просьба ко всем, и все хотят ему помочь, потому что теперь он неоспоримый лидер школы. Хибики объясняет им, что нужно делать, и говорит, что это будет их последняя учебная миссия в школе. В это время новостной канал получает электронные письма о жестоком обращении с учениками в Академии реформации, а также фотографии и видео, подтверждающие это. Новость распространяется со скоростью лесного пожара. Репортеры приезжают в школу, а Хибики тем временем получает посылку в подвале. Внезапно он получает сообщение от брата Шина о разоблачении и впадает в панику.
Он в панике думает, кто мог рассказать об этом, и решает, что нужно срочно покинуть школу и разобраться с этим. Джин, в свою очередь, подходит к школьным воротам, чтобы поговорить с репортерами и обещает рассказать им все, что они хотят знать. Тем временем Акане, которая сбежала из школы вместе со своей сестрой Магу Ишири, которая сейчас находится в больнице, отправила электронное письмо на новостной канал и распространила слухи в интернете. В школе инструкторы собирают учеников, чтобы они сделали вид, что в школе все в порядке. Но у парней, похоже, другие планы. Хибики подходит к Хео, когда тот направляется к задним воротам, и говорит, что нашел Шина и его телохранителя Бана. Он говорит, что Рио все это время их укрывал, и он ничего не может с этим поделать. Он просто пытается выиграть время, чтобы скандал разгорелся еще сильнее, но Хео уже сомневается, что это он слил информацию о школе. Он внезапно нападает на Хибики, не давая ему опомниться, и требует рассказать все, что тот знает. Хибики неожиданно бьет его головой в нос и говорит, что не позволит ему сбежать. В этот момент приходит Шиен и говорит Хие, чтобы тот сдался. Он говорит, что журналисты уже здесь, и скоро приедет полиция. Он говорит, что они должны сдаться мирно, но Хео насмехается над ним, говоря, что они всего лишь перевоспитали школу и должны быть строже со своими учениками. Он говорит, что единственные, кого арестуют, это Шиен и Хибики, потому что один из них сговорился с директором школы, чтобы избивать учеников, а другой подстрекал учеников к беспорядкам. Он говорит, что полиция и журналисты не поверят никаким слухам, когда увидят, что ученики усердно тренируются на площадке, но к его ужасу площадка пуста, как и мой кошелек. Шайен говорит, что он не может вечно подавлять учеников, но Хио все еще уверен, что полиция не приедет сюда только из-за слухов. Однако Шин позаботился об этом. Он в своей комнате разливает бензин. Затем он чиркает спичкой и поджигает, думая о том, как долго он ждал этого момента. Когда репортеры видят огонь, они сразу же вызывают пожарных и полицию к ужасу Джина. Она говорит Хие, что все пойдет не так, как он хочет, и пока он здесь, он тоже не сможет сбежать. Затем он говорит Хибике, чтобы тот убегал и делал то, что должен, пока он сдерживает Хие. Хибики уходит, поблагодарив Шина за то, что он был его учителем. Хао нападает на него, но Шин наконец-то может показать свою силу в полную мощь и одним ударом выбивает ему челюсть. Тем временем Хибики бежит в комнату Шина, пересекая коридоры, заполненные преподавателями и учениками, которые уже вырубили друг друга. Он думает о том, что Шин с самого начала все спланировал, чтобы привести копов в школу и устроить там погром, и он невольно сделал все, что тот хотел. Хибики поднимается на крышу и видит Шина, который с нетерпением ждет, когда приедут копы, и когда Хибики видит его, на глаза у него наворачиваются слезы, потому что он понимает, что они оба победили.